Рассказ Матвеевой Елены «Никто, сказал он», читает Алиса Селиверстова. Мы дружим с детства. Саня, Юрик и я. Наверное, это потому, что живем в одном дворе и учимся в одном классе. Порознь мы спокойные, а вместе соберемся, обязательно что-нибудь учудим. Опять эта троица, ругается классная. И о чем только думают, одни глупости на уме. В этот раз тоже все началось с глупости. До Нового года оставалось 3 часа. Мы возвращались с катка. Каток находится у нас во дворе, и мы добираемся до него прямо на коньках, гремим туда-обратно по каменным ступеням лестницы. Мы очень замерзли и зашли погреться в подъезд. Саня сел на пол, снял коньки и засунул ноги между секцией батареи, а мы с Юриком прижались к батарее спинами. Знаете что? Юрик медленно расшнуровывал ботинок. Есть такое стихотворение. «Никто, сказал он, намылив руки мылом. Никто, сказал он, съезжая по перилам». И еще что-то в этом роде. Давайте будем по очереди сочинять стихи, оставляя «никто, сказал он». Ну, к примеру, «Никто, сказал он, накрывшись сверху шапкой. Никто, сказал он, не скроет бородавку». Только долго не думать, говорить друг за дружку. Кто задумывается, выбывает из игры. И мы стали играть. Саня придумал. «Никто, сказал он, взбираясь на подножку. Никто, сказал он, не промахнется в кошку». Мы с Юриком засмеялись. Потом придумала я. «Никто, сказал он, покусывая кружку. Никто, сказал он, не станет бить старушку». А Юрик придумал. «Никто, сказал он, переводя старушку. Никто, сказал он, не плюнет ей в макушку». После Юрика придумал Саня. «Никто, сказал он, владения свои. Никто, сказал он, дозором не обходи». Нам все это понравилось. Саня начал сочинять не в рифму, но от этого было еще смешнее. Он сочинил. «Никто, сказал он, отверткой. Никто, сказал он, не отвернет метелку». Глупость явная, но прикольно. И сам Саня больше всех веселился от своих сочинений. Мы горланили так, что должно быть в квартирах было слышно. И моя мама наконец вышла на лестницу и позвала меня домой. С ребятами договорились. Новый год встречаем с родителями, а после 12 собираемся у меня. Гостей дома не ждали. Мама и бабушка сидели у телевизора. Вместо елки у нас была украшенная еловая ветка в вазе, а стол совсем не праздничный, будто для завтрака накрыт. Только посредине одиноко и как-то буднично возвышалась бутылка сухого вина. Даже шампанского не купили, потому, наверное, и праздника не чувствовалось. Обидно. Новый год – самый замечательный праздник, который повторится только через 365 дней. Из детских елок с Дедами Морозами я выросла, но как же можно вырасти из праздника, когда должно быть шумно и весело, и обязательно случится что-нибудь волшебное? Наконец мама с бабушкой оторвались от телевизора и стали открывать бутылку с вином. Они открывали по очереди и вместе. Одна тянула бутылку, другая ручку штопора, но пробка никак не поддавалась. Мама побежала к соседям по лестничной площадке, а в это время стали бить куранты. Полагалось чокнуться и желание загадать, а мы с бабушкой сидели перед пустыми бокалами. Уже гимн играл, когда мама вернулась. Вот тебе и праздник, вот тебе и волшебное.